Жизнь есть великий дар, и тот, кто ее не ценит, этого дара не заслуживает. Так говорил Леонардо да Винчи, гений эпохи Возрождения, художник, ученый, изобретатель, философ. Он был красив, любезен и щедр, элегантен и даже слегка экстравагантен. Речь его отличалась изяществом, одежда утонченностью, а при общении с людьми он покорял их души. Говорили, что Леонардо был на редкость искусен в фехтовании, мог остановить коня на полном скаку, а его сильные руки, которые с легкостью сгибали подкову, умели заставить нежно трепетать струны лиры. Он обожал лошадей и птиц. Иногда приходил к флорентийским торговцам птицами на набережную моста Понте-де-ла-Карая и покупал у них голубей. Потом вынимал их из клетки и отпускал, наблюдая за тем, как они взлетали над рекой Арно. Уже юношей Леонардо отличался от других учеников художественной мастерской маэстро Вероккио желанием быть не просто художником, но познать все, что видит вокруг. «Я бы постиг все тайны, добравшись до сути». Это его слова. Ничто не оставляет Леонардо равнодушным. Его любопытство вызывают астрономия и геология, зоология, ботаника, математика и геометрия. Он пытается проникнуть в тайны человеческой анатомии. В своей тетради Леонардо запишет: «Если строение этого тела кажется тебе чудесным, подумай о том, что это чудо – ничто в сравнении с душой, которая помещается в таком строении. Какова бы она ни была, это воистину божественная вещь». Утонченная и скептическая Флоренция с ее пресыщенными любителями искусства была тесна для грандиозных проектов и великих намерений да Винчи. Ему нужен был владыка щедрый, предприимчивый и отважный. Глаза его обратились к Северной Италии. Лодовико Мора создал в Милане двор, чье великолепие превосходило все другие итальянские столицы. У меня есть планы мостов, очень легких и прочных, весьма пригодных к переносу. У меня есть также чертежи для изготовления пушек, очень удобных к транспортировке. Я знаю, как добраться в определенное место через пещеры по секретным путям безо всякого шума. Я могу делать закрытые колесницы, безопасные и неприступные. Могу создать катапульту, баллисту или другую машину удивительной силы. Также я берусь в скульптуре из мрамора, бронзы и глины, как и в живописи, выполнять любую работу не хуже всякого, кто пожелает со мной состязаться. Знаменитое письмо, в котором Леонардо предлагает свои услуги Лодовико Мора. За 16 лет, что Леонардо провел при Миланском дворе, он стал великим учителем живописи и заслужил славу несравненного устроителя дворцовых праздников. Он начертил подробный план ирригации Ломбардии, создавал макеты дворцов и церквей, руководил строительством. Лодовико любил пышные церемонии, пиры, сцены из античной мифологии, спектакли, пение и танцы. Леонардо воплощал в жизнь все эти представления. Мифологические пантомимы Персея и Андромеда, Орфей, укрощающий диких зверей, шествие Вакха. Догадывались ли его современники о подлинном Леонардо, который скрывался под покровом этого изменчивого фокусника? В мастерской, обустроенной при монастыре Сан-Амброджо, маэстро посвящает ночные часы чертежам все новых и новых изобретений, познанию точных наук, тайнам алхимии. В природе есть множество разумных законов, которые никогда не изучались. Она полна особого смысла, который мало кто стремился понять. В этих словах Леонардо угадывается досада на тех, кто проживает жизнь с закрытыми глазами.
Я хочу быть художником, не похожим на других. Чтобы выразить в картине вечное, я должен знать причины, а не следствие. Где дух не водит рукой художника, там нет искусства. – 1200 листов, заполненных рисунками и объяснениями. Таков так называемый Атлантический кодекс Леонардо. Его изначальный объем позднее был сокращен до 400 листов Помпеем Леоне, скульптором испанского двора, который в XVI веке обобщил и сохранил его. После смерти Леоне в 1608 году кодекс еще долго гулял по Европе и, наконец, вернулся в Милан, где и находится по сей день. Один из источников наших знаний, есть и другие кодексы, об идеях Леонардо ученого и изобретателя. Он не уставал творить, проектировал судно без весел, передвигающиеся с помощью больших боковых колес, которые он будто бы увидел на римских барельефах, неизвестных сегодня. Потом он придумал движущиеся лодки и субмарины, по форме напоминающие рыбу. Его роющие машины с вращающимся ковшом способны были копать ров шириной 18 и глубиной 6 метров. В запасе у него еще были лыжи и опоры для рук, чтобы ходить по воде. Спасательные круги, подобные современным, прочные металлические скафандры для водолазов. Пять веков спустя он вновь перед нами, как и у многих поколений до нас, необозримый список изобретений Леонардо. И мы в который раз уже понимаем, он был из тех людей, что на все времена, потому что они универсальны, они гости из будущего. Их мышление и мироощущения отражают дух не современной им эпохи, а той, что скрывается где-то в тумане завтрашнего дня. Увы, за свою жизнь Леонардо да Винчи познает сполна и горечь поражений, и разочарование от напрасно потраченных трудов и нереализованных проектов, и крушение многих надежд и идей. Автор Джоконды, Тайной вечери, Мадонны с цветком, Леонардо не раз слышал в свой адрес откровенные насмешки и осуждения. «Да это не художник, а математик», – язвительно воскликнет как-то один из молодых живописцев в ответ на утверждение мастера, что по-настоящему хорошо нарисовать человеческую голову можно лишь разделив ее на градусы и минуты, на 20 736 минимальных делений. Судьба не особенно церемонилась с великим художником. Люди, подобные ему, всегда бросают вызов миру, и в жизни у него было много печальных страниц. Наряду с величием фигуры самого Леонардо существовал и его собственный гигантизм, разрушавший многие из его творений. Часто он работал с материалами, красками и техниками, которые еще не применялись в то время. Его «Тайная вечеря» наполовину погибла. От задуманной в Милане грандиозной конной статуи не осталось и следа. Жар огня и потекшие краски уничтожили битву при Ангьяре. Современники не могли оценить по достоинству машины, которые изобретал Леонардо, и в результате они так и не были построены. Идеи и изобретения не нашли воплощения. Может показаться, что это время было растрачено впустую. А еще в экспериментах с летательными аппаратами он потерял лучшего друга. У него вообще в жизни было немного друзей, а под конец и вовсе почти никого не осталось. Один король Франции и ближайший, самый преданный ученик Франческо Мельце, который потом напишет про него: «Для меня он был лучшим из отцов. Не во власти природы сотворить другого такого человека».
последние годы своей жизни Леонардо будет жить в Амбуазе в замке Кло-Люссе в полукилометре от королевской резиденции Франциска I. Король назначает великому итальянцу пенсию, чтобы художник не нуждался в деньгах, а взамен просит у него только дружбу. Монарх не скрывает своего восхищения перед новым другом, которого он с первой же встречи почтительно называет отцом. «Я представляю тебе свободу творить по твоему вкусу. Воображай, изобретай, и я воплощу твои мечты. Бери мрамор, бронзу и краски. Я хочу населить свое королевство твоими трудами». Леонардо в то время было 64 года. У него иногда отнимается правая рука, но, несмотря ни на что, он продолжает трудиться. Здесь была написана его последняя картина «Портрет Иоанна Крестителя». Здесь знаменитая Джоконда обрела, наконец, пейзаж. Здесь Леонардо вновь и вновь задает себе один и тот же вопрос. «Скажи мне, сделано ли тобой что-нибудь? Скажи мне, сделано ли?» 2 мая 1519 года душа мастера покинула истрепанное внутренними бурями и судьбой тело старца. Ей, таинственной и бессмертной сущности человека, посвящает Леонардо первые строки своего завещания. Мессер Леонардо да Винчи, королевский живописец, продиктовал мне ниже следующее свое завещание и выразил последнюю волю, как то мною записано. Прежде всего, он поручает душу свою сеньору нашему всеблагому Владыке Небесному, Деве Марии, святому Михаилу и всем ангелам рая, а также мессеру Франческо Мельце, дворянину из Милана, завещаю все мои картины и рисунки, манускрипты и книги, а также всякие инструменты и трактаты об искусстве живописи. В знак глубокой любви завещаю ему и все до одного предметы моей одежды. Не сворачивает тот, кто смотрит на звезду. Так он говорил. Какие из тайн Леонардо да Винчи мы разгадаем еще 5 веков спустя? Как много из того, что кажется нам сегодня забытым, утерянным, несовременным, на самом деле всегда устремлено и к нам, и дальше, в будущее. Об этом хорошо знал Леонардо. Может, даже это и было одним из его главных секретов. Он говорил: «Несправедливо жалуются люди на бег времени, виня его в чрезмерной быстроте, не замечая, что протекание его достаточно медленное, а хорошая память, которой нас одарила природа, делает так, что всякая давно минувшая вещь кажется нам настоящей».